В Израиле жарко, дорого, ракеты летают. Стыдные вещи, которые я делала. Ты попадаешь в такую ситуацию. Все делать неправильно. Сразу, может быть, не получается. А потом ты получаешь имейл, в котором написано, что нет, ничего не получится, мы вам не можем там перевести никакие деньги. Попытка убежать от себя. Эти минусы обычно известны всем и лежат на поверхности. А в первые месяцы переезда ты на практике видишь новые сложности. С жильем. В больших городах оно дорогое, а качество бывает такое себе. А в маленьких городах мало работы. Тут все на машинах и часто едут на работу в соседний крупный город, поэтому ты можешь часами простоять в пробке. Неудобные банки, онлайн-сервисы, мобильные приложения. И здесь дело не только в том, что ты не знаешь иврит и не понимаешь, что там написано. Дело в том, что эти приложения и сервисы просто не настолько развиты, насколько мы, скажем, привыкли в России. А общественный транспорт вообще может жить своей жизнью и, например, не ходит в шаббат, вечер пятницы и в субботу. Все, что я перечислила, это не только мой какой-то уникальный опыт. Об этом, мне кажется, сказали уже все блогеры и написано во всех группах и чатах для репатриантов. И сейчас я вам покажу, как конкретно эти минусы встречались в моей жизни на примерах. И начнем мы с самого первого дня, как я только приехала в Израиль. И ближе к концу видео я покажу 2 новых минуса, с которыми я столкнулась и которые я осознала только спустя 2 года жизни в Израиле. Записывать видео на балконе — это такая, знаете, шикарная идея, но когда у тебя реально появляется балкон, а он еще на солнечной стороне, то это пипец. У меня опять перегрелся телефон. В Израиле с этим сложно. Приехала, ничего у меня нет, собираю там, значит, хлеб с улицы. И мне пишут один и тот же комментарий, вот как под копирку. Ой, вот ты такая бедненькая, несчастненькая, я, конечно, тебе очень сочувствую, что ты приехала в Израиль, вот там то-то-то, и так сложно. Сразу устраивайся в дом престарелых, следить, значит, за пожилыми. Согласитесь, что нельзя никогда обобщить. Есть, например, приезжает один человек, у него там, не знаю, какая-то есть профессия, а другой человек, у которого никогда нигде не учился, и он тоже переезжает в новую страну. Я в своем новом шикарном доме в Иерусалиме. Тут нет чайника, поэтому мы кипятим воду вот в такой кастрюльке. Просто очень холодно, хочется попить, не знаю, чай или просто водички какой-нибудь. В общем, я тут уселась как-то, еще сижу, мерзну. Такого глобального унижения в своей жизни я не припомню. В общем, мы ждали автобус, и там рядом была Макфач. Стою, напротив вот этого табло, чтобы заказать. Блин, здесь же все так дорого. Очень обидно. Приходит официант этого Макдональдса, сотрудник, и приносит нам поднос с едой. Игорь Глаз говорит, это не наше, мы не заказывали. Этот официант говорит, все в порядке, это от меня. Тут я не смогла сдержаться, я реально просто расплакалась. И вот точно так же, когда у меня такой приступ, знаете, начинается паники, что я такая, все, я ничего не знаю, денег вдруг не будет, и что я, и как я, и что я окажусь на каком-то реально социальном дне, мне придется не пойми что, и вот это страшно. Денежная тема, да, ты очень начинаешь тоже экономить, страшно, что деньги кончатся, ты начинаешь все время экономить, ты начинаешь бояться тратить деньги, потому что даже если у тебя есть, вот сейчас у меня там на счету есть деньги, я могу там их тратить, но мне страшно их тратить, потому что я не понимаю, где я возьму еще. Самое недавнее — это я спала под одеялом, которое пахнет псятиной. Это было просто ужасно. Вот, как это произошло? Мы переехали в новое жилье сюда, и мы заехали, все нормально так с виду было. А потом, нам дали такие полотенчики, умыться. И я беру какое-то полотенце и чувствую, что полотенце пованивает. Так, знаете, оно не стиранное, не знаю, что такое. И мы тогда подошли, потом мы схватили какую-то подушку, она тоже пованивала, потом какое-то что-то еще. И еще мы посмотрели, что... То есть сам по себе дом и все было нормально, видно, что ремонт новый, все такое, но как-то очень грязно, знаете. Мы взяли какую-то тряпку, начали протирать, там везде пыль, такой слой пыли протерли. И вот это вот пахнущие какие-то полотенца на подушечнике. Мы подошли к хозяину жилья и говорим, слушайте, что-то как-то пахнет, может, вы нам поменяете? И он такой, да, без проблем. Он нам поменял 2 полотенца. Они, кстати, тоже пахли, уже не так сильно, как первые, в общем, тоже чуть-чуть пахли. И мы подумали,
не знаю почему, но все пахнет. Он стирает без стирального порошка. То есть он все стирает чисто какой-то жидкостью типа кондиционера. И мы пошли в магазин, купили свою вот эту вот порошок, ну не порошок, такие типа штучки для стирки. Сами постирали одеяло, которое воняло псятиной, все вот эти вот наподушечники, все еще, ну короче, еще раз все заново постирали, но уже нашим вот этим вот стиркой, высушили все это в сушке. И вот вчера мы постелили все новое, опять помылись. Я легла в постель, и знаете, я просто чуть не расплакалась от счастья. Я такая лежу и думаю, господи, ну вот я сплю наконец-то, и у меня одеяло не воняет псятиной. Получается, что в Израиле и так куча минусов. Куда же больше? Как только я нашла хорошее жилье и привыкла к местным приколам, то большая часть этих минусов перестала меня парить и перестала быть минусами. Спустя 2 года жизни в Израиле есть 2 вещи, которых мне не хватает для полного счастья. Первое — это бесплатная доставка. Да, барыня негодует. Мне приходится самой ходить в магазин, покупать продукты, тащить их домой. В общем, я давно уже, не знаю, последние лет 5, наверное, до того, как я приехала в Израиль, я не покупала самостоятельно продукты. Я их все время заказывала. Это было очень удобно, особенно учитывая, что большое было количество бесплатных доставок. То есть ты просто покупаешь продукты в онлайн-магазине, все, что тебе нужно, и тебе бесплатно все это привозят. Хоть на дачу, хоть в квартиру, хоть куда угодно. А поскольку мы еще живем в таком маленьком, можно сказать, деревне, маленьком городе, то здесь еще ближайший магазин достаточно далеко, и бывает, что ты идешь 40 минут, или едешь даже куда-то на автобусе, просто чтобы привезти себе продукты. И вторая вещь, она связана с жильем. У меня очень классная сейчас квартира, ремонт, меня все абсолютно устраивает, но у нас в квартире нет защищенной комнаты. И людям, наверное, из других стран это вообще сложно понять, зачем нужна защищенная комната в квартире. Но в Израиле это очень актуально, потому что тут бывают военные действия, бывают сирены, ракеты. Да, звучит немного страшно, но на самом деле все не так страшно, как это в новостях подается и как это звучит. В общем-то, но, тем не менее, все равно спокойнее, когда у тебя рядом есть миклат. Миклат — это так называемое бомбоубежище. Оно бывает в собственном жилье, чаще всего в новых домах это уже встроенная такая функция, встроенная специальная комната такая, знаете, непробиваемая. Ты туда спрятался и сидишь в домике. Но также бывают убежища на улице, то есть ты выходишь и где-то на улице можешь спрятаться. У нас, к сожалению, нет ни в квартире, где мы живем, такой комнаты, и поблизости тоже нет. То есть у нас такое удаленное место, мы, в принципе, сами такое выбрали. Оно очень уютное, такое красивое, природы много, заповедники и все такое прочее. Но в связи с тем, что это не какой-то большой город, где на каждом шагу тоже в основном есть какие-то убежища, тут у нас нет. И ближайшее убежище — это минут 5, нужно, в общем, куда-то идти. И понятное дело, когда начинается тревога, она начинается бывает у тебя 10 секунд, бывает что-то около того. То есть понятно, что даже если бы у тебя было, 30 секунд, все равно ты за это время никуда не добежишь у нас. Вот, поэтому это такой большой минус, который в принципе, можно изменить. Вот если первый минус, связанный с доставками, я лично поменять никак не могу, потому что, здесь просто нет бесплатных доставок. Здесь людям надо платить очень большие зарплаты, поэтому доставка тоже стоит дорого. Даже просто из магазина что-то заказать, это уже бешеные деньги. Вот, то да, это я не могу поменять. Но ситуацию с миклатом можно поменять. Можно чисто теоретически найти другое жилье. Множество есть вариантов, и на самом деле здесь даже дело не столько в деньгах, это не будет сильно дороже, можно и за такую же цену, как мы снимаем, найти жилье поближе к убежищу или уже со встроенным убежищем внутри. Но проблема заключается в том, что мне очень нравится квартира, в которой я живу, и мне очень нравится местность, мне очень нравится природа вокруг, у меня классные соседи. Короче, я просто нашла классное место, и мне как-то жалко из него уезжать, но не хочется, знаете, никуда переезжать. И поэтому я надеюсь на железный купол. И если вы смотрите это видео не из Израиля, кстати, напишите, откуда вы смотрите, мне будет очень интересно узнать.
у вас может возникнуть вопрос: а если столько вообще неудобств, сложностей и минусов, то почему люди вообще живут в Израиле? У каждого местного жителя есть свой ответ. У кого-то это единственная родина, и в другом месте он просто себя не видит. Кому-то важны религиозные моменты, а кто-то просто кайфует в компании своих людей. Я же человек нерелигиозный, свободно владею английским, жила в Голландии, много путешествовала по миру, и чисто теоретически я могу взять свой даркон и жить, много где в мире. Я не привязана к Израилю какими-то обязательствами, у меня тут нет ипотеки, детей, домашних животных или каких-то обстоятельств, которые бы заставляли меня здесь жить. Так почему же я живу в Израиле? Мне тут нравится дух свободы, какая-то, знаете, здоровая толерантность. Ну, а с точки зрения моей личной самореализации, пока что это лучшее место. Ну, а если говорить более приземленно, то мне просто жутко надоело вечно куда-то бежать по этому миру, искать какое-то идеальное место для себя. Опять эти все бумажки, визы, и вечно ты какой-то неприкаянный, везде ты какой-то чужой. И даже, знаете, если посмотреть сейчас в моей любимой Голландии, набирают обороты какие-то антиизраильские демонстрации, а если уж говорить про антирусские настроения в разных частях мира, то тут уж даже говорить нечего. Лучше создавать идеальный мир вокруг себя самостоятельно, чтобы было хорошо там, где мы есть.